Не смей разговаривать со мной так, будто мы на равных! Ты жалок, Лолошка! Та-та-та, ладно, надо срочно понять, что мы имеем. Первое, Тадмавриэль, предлагающий сотрудничество, что-то связанное с организацией. Второе, Лая, говорящая, что Тадмавриэля надо игнорировать, ведь у нас есть козырь. Козырь, позволяющий не дать Тадмавриэлю напакостить нам. Дело в том, что я сотрудник организации, следовательно могу сдать его. Это и есть наш козырь. Звучит логично, но... все равно бред какой-то, да? И, наконец, третье. Вальдхар, говорящий, что отца нужно попытаться уничтожить. Самый радикальный, самый мстительный и, скажу честно, не то чтобы помогающий нам выбор. Поэтому есть четвертый вариант. Лолошка говорит всем успокоиться и понять одну простую истину. Я и Вальдхар живы только благодаря нашему общему неприятелю. И этот неприятель явно может быть полезен. Надо хотя бы узнать, чего он хочет. Мы до сих пор не знаем его цели. Короче, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы решили поговорить. Да, повторяюсь, не игнорировать, не тем более отомстить, а просто поговорить. Понять, чего конкретно хочет Тадмавриэль. Вальдхар правильно сказал, у отца есть какой-то козырь. Но и Лая права, у нас тоже есть козырь. И этот козырь Лолошка. Лолошка, ты сотрудник организации, хоть и временный контрактник. При любых его попытках как-либо нас обмануть, ты сдашь его организации, и она его ликвидирует. Напомню цель. Мы хотим жить. Жить в обычной, не мертвой временной ветке. Не бояться, что она рано или поздно уничтожится, или уничтожит тех, кого мы знаем. А самое главное, мы не хотим бояться, что организация придет за мной, как за каким-то беглецом. Короче, да, я реально согласен, Тадмавриэля не надо игнорировать, не тем более убивать. Надо хотя бы поговорить. Но, прежде чем что-либо делать, у нас две нетривиальные задачи. Первая — почистить инвентарь. И обязательно немного покушать. В этот раз ягоды. Наверное, обязательно не забываем про гусыню. Эй, привет, подружка! Привет, кушать! Не забываем кушать! Гусыня вкусно, замечательно. Так, 2 яйца. Наверное, можно съесть, но чуть попозже. Вальдхар, привет. Зарядился, наконец? Зарядился. Ну вот и супер. Тогда давай, убираемся отсюда. Пока опять не явился кто-нибудь из организации, мы не... Так, еще где я? О, братан, я тебя как раз ищу. Слушай, ну я вообще, конечно, офигел. Ты такую тему провернул, жесть! Ну... Да, привет? Да, здорово. Слушай, я... Стоп. А чё, тоже твой друган, что ли? Здравствуйте. Ну да, типа того. Ну ладно, не мое дело. Слушай, брат, спасибо тебе, удружил. Ну прям, я не знаю, что ты им там сказал, что там сделал, только штрафные километры-то мне реально убрали. Да и к тому же кружку корпоративную подарили. В качестве компенсации морального ущерба. Прикинь, оказывается, когда на тебя направляют пушку, это негативно сказывается на ментальном здоровье. Простите, а это кто? Я? Ты... ну да, мы же так и не познакомились, точняк. Ну, давай. Пожать руку? Питер де Орас. Но меня все называют просто Старина Пит. Ты друг, ты, ну реально, прости, что я так нагнал на тебя тогда. Я-то откуда мог знать, что ты нормальный чувак, оказывается. Я ведь таких, как ты, штурмовиков, то есть, недолюбливаю, как и все остальные. Ты сам знаешь, как у нас к вам относятся. Я с кем не встречался из ваших, все себя пупами земель считают. Нас, обычных работяг, ни во что не ставят. Я пару сотен километров назад, прикинь, столкнулся с типом одним. Меня послали поковырять пару суперкомпьютеров в другом мире в этой ветке. А я, ты знаешь, ненавижу в миры выходить. Особенно после встречи с тобой. Но это еще, кстати, до нашей встречи было, по-моему. Или нет уже. Короче, я-то по метке перехожу, думаю расквитаться с этой ерундой и обратно, бухгалтером компы чинить. Только вот переместился, так на меня один из ваших падает. Придурок этот начинает орать на меня, затирает что-то. А он, брат, когда прыгнул на меня, я же рухнул, блин. Головой-то не слабо приложился о пол.
Ничего вообще не понимаю, что он мне там несет в глазах звезды. Я даже не понял сначала, чё к чему. Оказалось, придурки из контроля послали меня по его метке. Я там должен был раньше быть, ну, когда бы его цель уже устранили. Но этому идиоту же невдомёк, что не я решаю, куда отправляться. Это у вас, штурмовиков, там есть возможность ваши прыжки настраивать и все такое. У него, естественно, был я сразу виноват. У него, видимо, извилин в башке столько же, сколько и носов на роже. Две. Ой, слушай, ты прости. Я не подумал тут о твоих коллегах, болтаю и все такое. Но ты не парься. К тебе у меня предъяв больше нет никаких вообще. У меня теперь этих кружек целых 2, прикинь. Я теперь Стеллу могу позвать как-нибудь в комнатку к себе, да, чайку-то попить. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Он не понимает. Ло и девчонки — это не просто разные миры. Это параллельные реальности. Вальд! Ну, короче, как бы то ни было, братан, спасибо, услужил реально. Я теперь в долгу перед тобой. В долгу, говоришь? О, блин, чувак, капец ты горластый, я просто в шоке. Но то, что тебе плевать на Вальдхара, я в еще большем шоке. Ему, кстати, еще помните, тогда было плевать на Гусыню. Типа он ее просто кыш-кыш-кыш, и все. Даже не удивился. Да ладно, забей, старина Пит. Главное, что разрешили все. В долгу, говоришь? Знаешь, есть у меня пара идей, как бы ты мог мне отплатить. Да без проблем, брат. Заходи ко мне как-нибудь, поболтаем, посидим. О, блин, тут либо второй, либо третий. Смотри, мы можем в лоб сказать, либо давай типа подружимся, да? Давай, наверное, сначала типа подружимся. Заходи ко мне как-нибудь посидим, поболтаем. Да, ты чё? Ты прям реально мне сейчас дружбу предлагаешь? Ну да, мы не с той ноги начали. Но не обязательно же так продолжать, да? Обалдеть! Я чё, задружусь с настоящим штурмовиком, что ли? Извиняй, брат, слушай, мне возвращаться надо. Я просто буквально на метр заскочил. Но, да, конечно, я еще загляну, не сомневайся. Пока! Пока. Да. Слушай, я его вообще не смутил, да? А ты говорил... Да, я говорил, но... Я вообще не понял, что это было. Знаешь, у меня ощущение было, будто ботаник какой-то с капитаном футбольной команды поболтал. Я таких, как ты, недолюбливаю. Офигеть, я подружился с таким, как ты. Не, ну реально ботан завистливый. Ой, да ладно тебе, брось, Вальд. Этот ботан нам может быть очень полезен. И нам очень повезло, что Пит решил не обращать на тебя внимания. И очень зря он так решил. У нас с ним интересов явно побольше, чем у тебя с ним. А, это ты про девушек, да? Слышь, ты чё, думаешь, девушки это мало? Ладно, идем. Нам реально пора. Понятно. Ну, да, у вас есть общая темка, скажем так. А у меня... Ну, у меня гусыня. Господи. Так, все, погнали или что? А, господи, мне тоже одеться надо. Туплю. Все? Вперед! Угу, приехали. О! Оу, принцесса! А тебе не кажется, что ты немного торопишь события? Что? Но я не знал, что мы с тобой уже съехались. Так, ладно. Да ладно, тебе не обижайся. Задолбал этот скафандр. Ой, поверь, я не обижаюсь. Я удивлена, как быстро ты вернулся к своим изначальным манерам. А я уж думала, что твой вид способен на какую-то эволюцию. Не знал, что мои манеры вызывают такое большое сомнение в дамском сердечке. Короче, Лолошка, вы долго. Серьезно? Ты же могла просто другую временную метку выбрать, разве нет? Не могла. Я стараюсь минимизировать межвременные перемещения. Это небезопасно. Можно сказать, что я теперь, как вы, живу во времени. И как же это сложно. Больше времени для нас с тобой, красавица. Ложка, что вас так задержало? Ну, как бы сказать, моя миссия по задабриванию техника была успешна. О, так это же отлично! Да, типа того. Только я не стал пока что на него давить, просто дружбу предложил, вот.
Держу пари, он чуть в штаны не наложил от радости. Да это еще мягко сказано. Он из этих штанов чуть не выпрыгнул, Лая. Стоп. Но только не говорите мне, что он тебя видел. Ну, ладно, не скажем, но факт от этого не изменится. Так, еще раз. Ложка, о чем говорит этот сумасшедший? Ну, техник видел Вальдхара, но сказал, что это не его дело. Мне кажется, он не сдаст нас, Лая. Особенно учитывая, что я предложил дружбу, помнишь? Ладно, никакого желания разбираться с этим. Все равно уже случилось. Однако есть кое-что, о чем мы должны поговорить с вами. О, да конечно, Лая, принцесса Лая! Ваш голос — музыка для моих ушей. Что вы хотите обсудить со мной? Молодец, имя запомнил, осталось только от принцессы избавиться. Ложка, слушай, когда ты только рассказал мне про своего друга, я думала, это какая-то шутка. Потом расспрашивать было как-то некогда, но теперь, когда наши планы под угрозой срыва из-за этого наглеца... Эй! Тихо. Расскажите мне, откуда он взялся? Только давай без всех этих сказок про параллельные реальности от Вальдхара. Слышь, ты знаешь ли, сама часто с нами не делишься информацией. Что? Это было между мной и Ложкой. Ты-то куда лезешь? Ну, было же. Слушай, Вальдхар вообще-то прав. Ты много от меня скрывала и все еще продолжаешь скрывать. Вот. Честное слово, всю значимую информацию я вам уже выдала. Неужели ты не понимаешь, Ложка? Многое из того, что я от тебя скрывала, я скрывала для твоей же безопасности. Еще когда я увидела тебя в музее, забившегося в угол, я поняла, что должна спасти тебя. И... с тех пор я чувствую ответственность перед тобой. Ведь если бы я тебя тогда не спасла, ты бы спокойно и быстро умер. А теперь... теперь тебе угрожают вещи пострашнее смерти, Ложка. Ну, как много переживаний из-за нашего Ло. Да мы с ним ситуации хуже смерти ели на завтрак, а потом еще на обед и ужин. И полник, блин! Да, Лая, спасибо, я правда очень ценю твою заботу обо мне, правда. Но мне нечего рассказать про происхождение Вальдхара. Кроме того, что ты и так уже знаешь. Да черт возьми, ну хватит меня держать за дуру! Да нет же, нет. Никто и не рискнул бы, красавица Лая. Подожди, она не верит, что он из параллельной реальности? Давай еще раз, Лая. Мы с Вальдхаром являемся так называемыми первыми, или междумирцами, если угодно. Мир, в котором мы сейчас находимся, это мир, где появились первые мироходцы. Тадмавриэль был первым, кому настоящая Междумирка подарила силу Искры. Этот дар был ошибкой, которую Междумирка исправила, дав силу сыну Тадмавриэля. И от сына Искра досталась группе самых близких его друзей. Да, это правда. Эграсель был эльфом, начисто лишенным эгоизма. Прикинь, когда он передавал нам силу, он вообще ничего не оставлял себе. Вот именно поэтому-то мы и первые. Лая, мы первые, потому что в нас течет чистая кровь первой матери. Ты что за бред? Я ничего про это не знала и ни разу не слышала. Видимо, это произошло когда-то настолько давно, что... я даже не бывала в таком времени. Да тихо ты, тихо, ну это не конец истории, принцесса. Так вот, эти двое стали лучшими друзьями, потому что они оба были помешаны на открытиях. Ло мечтал делать жизнь всех вокруг лучше, а Играса он стремился превзойти своего отца и загладить его ошибки. О, интересно. Они смогли построить особый портал, который открыл проход в другие мультивселенные. А потом Ложка создал маски, которые помогали уменьшить цену перехода. В результате при телепортации через отправление мы теряли совсем мало силы Искры. Конец! Ага. Ну, в целом ничего не потерял. Так, стоп, я все равно не понимаю, чем параллельная реальность отличается от просто другого мира. Ну, тут фишка в том, что все слова по-разному используют. Они ж слишком общие. Но я тебе расскажу, как все на самом деле. О, конечно, великий гений Вальдхар просвещает глупую принцессу. А чё так много сарказма в голосе? Так ведь по сути и есть глупую принцессу. Ай! Блин, больно же. За Давай что? рассказывай уже. Блин, ладно. Короче, ну представь себе, вот есть мультивселенная, да?
это совокупность всех вселенных, то есть миров или скоплений. Архей вот это самостоятельный мир, это одна вселенная. А миры с 1, например, по 12 это совокупность миров, это другая вселенная. Да, как мультивселенная устроена, я знаю. И ты знаешь, что мультивселенную иногда называют вселенной, хотя технически это неверно, да? Да знаю, я знаю. Сама так иногда говорю, потому что какая разница? Из контекста понятно, что имеется в виду. Да, вот я тоже так делаю. Мы такие, букашки в этой мультивселенной, что даже один мир для нас это уже много. Ну так вот, а теперь представь, что кроме твоей мультивселенной, то есть совокупности всех миров или скоплений миров, есть параллельная мультивселенность, которая никак не пересекается с твоей. Это, конечно, не совсем так, ведь есть отправление или схождение, и там... Если по-особому поймать момент, то можно перейти из одной мультивселенной в другую, вообще-то. Но общий принцип такой. В параллельной реальности миры могут быть такие же, или похожие, или даже прям совсем другие. Все первые происходят из этой реальности. Именно отсюда пошел дар мирохождения. В Архее, кстати, нас называли междумирцами, а не мироходцами, как раз из-за того, что мы ходили между реальностями. Способность к мирохождению была в те времена у всех жителей Архея. О, блин, как он подробно все объяснил, круто. О, черт. У меня не так хорошо с визуальным мышлением, как мне бы хотелось. Так, еще раз, если ты пришел из другой реальности, но ты говоришь, что все первые из этой, значит, ты не первый? Ну, это сложная тема. Мы всегда были как семья, всегда приглядывали друг за другом, ходили друг к другу в гости, даже когда некоторые из нас ушли жить в другие реальности. Но после того, как Играса затащил себя с Тадмавриэлем и закрыл Архей завесой, наша связь вот оборвалась. О, ты садись. Да. Так, почему оборвалась? Ну, сложно, блин. Мы все чувствовали вину друг перед другом и перед собой. Мы начали винить друг друга в произошедшем, начали ссориться. Ло, я не знаю, помнишь ты или нет, но мне правда тогда очень стыдно за все, что я тогда тебе наговорил. Ой. Короче, мы вот все разошлись по разным реальностям и заперлись в них. Настолько, что даже вибрации этой мультивселенной больше не совпадают с моими. Вибрации моей родной реальности больше не попадают в такт с моими, понимаешь? Так вот оно что. Вот почему Лолошка уверен, что организация не сможет обнаружить тебя при зондировании. Да, ну, наверное. Ничего про это не знаю. Но подожди. Вальдхар пришел в эту реальность из другой, потому что... Да, Лая, да. Время в параллельных реальностях, похоже, одинаково. И возможно, что ни в одной другой реальности организации не существует. О, и все существа, все боги, все полубоги... Обречены на нескончаемые страдания. Ну вот теперь-то я поняла, Лолошка. Почему ты заговорил об уничтожении организации, когда я изначально всего-то думала просто рассказать всем правду? Мы должны спасти всех. Мы должны найти способ это остановить. Ну так, получается, мы сделаем это. Мы точно сможем, клянусь. Кстати, а знаете, о чем я подумала? А Карас? Карас-то это сколько? Ну это где-то сутки. Один цикл, как ты говорила. Чуть-чуть больше. Так, а разве Тадмавриэль не обещал явиться через Карас? О, кстати, да, было такое. Точно. Мне нужно срочно в бункер. И я пойду туда один. Ничего страшного, подождет, он терпеливый. Идем в бункер вместе и быстрее. Так, мне нужно срочно в бункер, я пойду туда один. Все, больше мы не палимся, там еще Малецкий придет, жопа полная. Я один, да. Ты что, охренел? Да я черта с два тебя одного отпущу. Пардоньте, мадемуазель. Не, Ло, ты реально думаешь, что я соглашусь оставить тебя с этим ублюдком одного? Да, Вальдхар, именно так я и думаю. Я в состоянии держать свои эмоции под контролем, в отличие от тебя. Лая, я прошу тебя, останься с Вальдхаром, чтобы он глупости не натворил. Да ты, блин, принцесса, ты же не согласна с ним, да? Ты же не согласна? О, если бы я не слышала и не видела, как ты вел себя при виде Тадмавриэля, то... я бы не согласилась. Но я видела и слышала, Вальдхар. И Лолошка прав. Тебе лучше туда не соваться. Чё за... Слушай, а Куда делась-то?
А? Вот так вот, а. Теперь ты никуда отсюда не денешься. Да... Это ведьма! Прекрасная, невероятная, но черт возьми, ведьма! Да, Лолошка, иди. Только детально запомни разговор. Все формулировки, все фразы, чтобы пересказывать нам. Да, ладно. И ни в коем случае не принимай никаких решений без нас. Ты понял? Мы команда. Любое твое решение будет влиять на всех нас. Да, я постараюсь. Это не тот ответ, который я хотела услышать. Но это единственный ответ, который я могу тебе дать. Понятно. Ага. Понятно. Так, ну скафандры я не снимал, получается... Блин, а машина-то здесь? Сейчас, подожди-ка. Я не могу зайти. Блин, а чё так? Может быть, я там, не знаю... Посмотреть на вас хотел. Главное, что машина здесь. Заводимся, садимся, поехали. Интересно, будет какой-то монолог или кат-сцена? Не? Просто спокойно доедем? Окей. Так, привет, тут кто-нибудь есть? Здесь Так, никого. ладно. Надо быть готовым вытерпеть все, что он может выкинуть. Ситуация вообще не располагает к тому, чтобы вступать в схватку. Нужно быть выше этого или хотя бы очень постараться. Угу. Ну, я понял в целом. Если будет какой-то выбор, я выберу самые спокойные варианты. Угу. Здравствуйте. Так. Да, а ты неплохо здесь поработал, погляжу. Не думал, что тебе хватит мозгов самому улучшить даже базовый модуль. Что за... Тебя стучаться не учили? Что? У эльфов не принято стучаться в собственные дома. Это мне нужно тебя спрашивать. Почему не постучался? Он опять начинает играть со мной. На эмоции вывести, да, Это хочешь? все-таки мой бункер, не забывай. Как ты можешь называть этот бункер своим? Все в нем сделал я сам. Не, это мы точно не нажмем ни в коем случае. Слушай, давай без всей этой вот показухи, а? Пожалуйста. Хорошо, это твой бункер. Прости, что зашел без стука. Ну, наверное, что-то среднее, да? Слушай, давай без всей этой показухи, пожалуйста. Ох ты ж! Черт возьми! Не смей разговаривать со мной так, будто мы на равных! Ты и твой дружок-придурок считаете, что вы первые! Хотя вы даже не третьи! Ты считаешь, что ты столького достиг, столького добился, конечно! Но при этом ты даже не знаешь, почему в твоем костюме антискинт. Ты ездишь на моей машине, живешь в моем бункере, носишь мой скафандр! Ты жалок, Лолошка! Даже смотреть на это мерзко! И все-таки тебе нужна моя помощь. Тебе, такому великому и всесильному, нужна помощь жалкого Лолошки. Да. Я начинаю сомневаться, что ты подойдешь на эту роль. У тебя нет выбора, Тадмавриэль. И вот в этом, черт возьми, полагаю, ты прав. Если ты хочешь, чтобы мы помогали друг другу, ты будешь делиться со мной информацией. Ясно? Ну, тю-тю, ты не в том положении, чтобы диктовать мне условия. Какой у тебя план? Что тебе нужно от нас? Скажи! А ты не понял? Мне скучно. Я хочу, чтобы у меня была своя временная ветка. Ты... Что? Да-да-да, ты все правильно услышал. Временных веток бесконечное количество, ты знаешь это. Я хочу, чтобы у меня была своя. Живая. Взамен я поделюсь с тобой информацией, которая тебя так интересует. Подумай. Одна ветка из бесконечности. Это же ничто, капля в море. Я бы мог обсудить все детали с тобой сейчас, но... Что-то мне подсказывает, что ты ни одного решения не можешь принять без своих прихвостней. Поэтому поговорим позже. И не смей делать никаких глупостей. Поверь мне, я могу превратить твою жизнь в ад. Если не хочешь проверять мои слова на деле, будь паинькой. Черт. Ну вот и что нам с тобой теперь делать-то? Вау.
Да. Думал, поговорим. Ну, знаете, может быть, Лая была права насчет игнорирования, но как его можно было бы игнорировать? Никак. Тадмавриэль буквально диктует свои условия. Своя живая временная ветка. Ну да, в этом весь Тадмавриэль. Похоже. Так, ты тут что-то, значит, делал. Давай сразу проверим. Модули. Ничего не поломано. В целом те же уровни. Кстати, некоторые задаются вопросом, почему у Тадмавриэля фиолетовая, магия. Почему она фиолетового цвета? Если вы не смотрели Сердце Вселенной, то поясняю, это зараженная сила матери. То есть, по сути своей, это сила матери, это сила искры, но в какой-то степени зараженная и таким образом пересозданная Тадмавриэлем. В Сердце Вселенной он делал много опытов, и из буквально предыдущей серии мы узнали, что он делал опыты даже при помощи крови Эграселя. Я не думаю, что Тадмавриэль слабый. Знаете, по какой причине? То же самое можно было бы сказать про Лолошку, типа, ну смотрите, у Лолошки нет подпитки, значит он должен был давно быть супер-мега слабым. По сути, так и есть, да, мы действительно сильно слабее, чем предыдущий Лолошка. Просто в этот раз мы знаем заклинания и можем их использовать. А у Тадмавриэля немного другое. Он постоянно искал подпитку. Он даже сам рассказал, что съедал своих собственных порабощенных. Давай-ка обязательно скафандр на зарядку поставим. С Гусыни мы... Блин, у меня гниль. Ну, покормить я, наверное, ее не смогу. Обязательно восстанавливаемся. И супер-мега обязательно прокачиваемся. Да, честно говоря, я думал, что Тадмавриэль будет бояться нас, ибо мы сотрудник организации, а он вроде как боится организацию. Но нет, у него реально есть какой-то козырь. Но что я точно могу сказать, это то, что очень круто, что наконец-то в сегодняшней серии нам рассказали, как устроены все эти вселенные, мультивселенные, скопления миров и так далее. Короче, не будем разглагольствовать, просто одеваемся, выходим. И машина, благо ты здесь. Прямо сейчас нам нужно доехать до Лаи и Вальдхара. Угу, здравствуйте. Открываемся, заходимся. А, я не могу зайти, да ладно! Блин, серьезно? А подожди, а что мне нужно? Мне нужно, чтобы Лолошка что-то сказал? Почему я не могу зайти, блин? Я, походу, что-то пропустил. Так, супер быстро возвращаемся. Снова здравствуйте, мистер Бункер. Ага. Привет, Гусыня, это мы снимаем. В итоге здесь у нас ничего не происходит. Блин, ну да, наверное, какой-то просто временной промежуток должен пройти. В любом случае, прямо сейчас смотри, у меня 19 тысяч опыта. Я собираюсь взять и прокачаться до 85-го. У меня откроется новое очко генома. И да, как обычно, супер круто прокачаемся. Может быть, гены боевых искусств — это круто? Проверка. Броня защищает лучше, непонятно зачем. Любое оружие наносит больше, опять же, непонятно зачем. А вот это прикольно, кстати. Следующий. После убийства врага следующая атака нанесет двойной урон. Да, то есть тут есть какие-то прокачки, которые реально годные, но с момента, как у меня кончились дроны, я даже не знаю, куда мне это прокачивать. Сейчас, наверное, самое необходимое — это все еще сытость. У меня сейчас первый уровень замедляет расход голода на 30%. Бам! Замечательно. Вы передвигаетесь на 70% быстрее, если не носите броню. 40 выносливости требуется. У меня 29, ну давай до 31 прокачаем. Супер, очко генома, спасибо. Сейчас мы, конечно, это не прокачаем, но найдем что-нибудь другое. Увеличивает насыщение от еды на 20%. Сюда. Спасибо. Давай теперь даже проверим, как это работает. Где мои ягоды? Дайте ягоды. Черт, ни одной ягоды. Ладно, хотя бы пыль сложим. Тогда пробуем супчик и... 3... А, ну, кстати, за 3 супа насытились. Вроде как уже неплохо. Самое главное, что мы теперь еще и тратим меньше, да? Потому что прокачали сытость. Замедляет расход голода на 30%. Я очень надеюсь, что мы это заметим. Также обязательно скушаем искрящееся яйцо. Немножко восстановились. Ой. Мне же даже немножко поплохело. И на этом мы будем постепенно заканчивать. Тадмавриэль — говна кусок. Все-таки не изменился. Это реально один из тех персонажей, которому все мало и мало. Ему уже нужна целая живая ветка. Не, такое либо останавливать, либо... Ну, с этим надо мириться и жить. А мы не хотим с этим мириться и жить. Очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк. Очень надеюсь, что вы подпишетесь. Напомню, что ваша поддержка — это наилучший буст мотивации. Сейчас я данную фразу произношу чуть реже, потому что, да, у меня по пятницам перестали выходить серии. Но я правда надеюсь, что вы поддержите меня. Могу сказать, что зрение мне точно сказало спасибо, ибо я теперь работаю немножко
размазываю, распределяю. Короче, ребят, спасибо вам большое за поддержку. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... Чертов Тадмавриэль. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.